Всем привет! В этом видео я хочу рассказать и показать вам таблицу, которую я сделал. Я назвал ее Crypto Investing Dashboard. Рассказать, какой у нее есть функционал, что вообще можно с ней делать, какие возможности она дает. Ну и показать, как ей пользоваться, как ее настроить, показать несколько примеров, чтобы вам было легче разобраться с ней. Поехали. Сначала, я думаю, я пробегусь по всем вкладкам, вкратце расскажу, зачем нужна каждая вкладка, потом подробнее расскажу, как это вообще в принципе все работает. В конце покажу несколько примеров, там, как настроить Telegram-уведомления, как там настроить таймеры. В общем, поехали. Первое – это вкладка для мониторинга портфеля, она называется «Портфолио». То есть вы тут можете наблюдать цены каждого актива в вашем портфеле в реальном времени, ну и, соответственно, наблюдать вот здесь вот общий value вашего портфеля в биткоинах, в долларах или в рублях. Цена в данном случае у меня берется с помощью специальной функции тикер, которая написана на Google Apps Script. Про него я подробнее расскажу и покажу. Цена берется средняя со всех бирж. После этого она конвертируется в доллары, ну и потом все считается стандартными формулами и функциями Excel. Также тут есть цена биткоин, курсы биткоин-доллар, биткоин-рубль, equity портфеля в биткоинах и в долларах, изменение цены за последние 24 часа. Валюта рубль может быть заменена на любую другую валюту, если кому-то это нужно. Поддерживается около 14 фиатных валют, то есть это может быть евро, китайский юань или какие-то там другие фиатные валюты. Но кроме этого, на самом деле тут можно выразить любую крипту в другой крипте, то есть сконвертировать любую крипту в другую крипту. Для этого просто в функции тикер нужно заменить BTC на ту крипту, в которую вы хотите выразить. Например, XMR – это Monero. Можно выразить, получить цену BitShares в Monero. Ну, тут, конечно, все надо потом пересчитать. В общем, я вернул все обратно. Поехали дальше. Также тут еще кнопка есть, такая Update, которая обновляет все данные. Данные обновляются где-то секунд 5 обычно, меньше 5 секунд. Поехали дальше. Есть три вкладки, которые выделены серым цветом. Это вкладки для того, чтобы записывать различные исторические данные по вашему портфелю. Например, на вкладке Prices пишутся исторические цены всех активов в портфеле. То есть она запускается, специальная функция по таймеру каждый день. Вы можете сами настроить, в какое именно время запускать. И все цены активов будут записываться сюда. На вкладке Portfolio Change также делается такой снапшот вашего портфеля каждый день. Тут подтягиваются цены с вкладки Prices и записываются балансы. Также тут еще есть Value. Ну, в общем, эта вкладка на самом деле нужна для того, чтобы удобно отслеживать изменения цен в биткоинах, в долларах по каждому активу и изменение балансов, то есть структуры портфеля. На вкладке Performance записывается, собственно, производительность портфеля, то есть тут просто записывается value портфеля, изменения процентные по сравнению с предыдущим периодом, абсолютно, а также цена биткоина. Поехали дальше. Вкладка «Фильтр» может быть использована для того, чтобы делать оценку активов и принимать решение, инвестировать в этот актив или нет. Вкладка «Скоринг». Эта вкладка нужна для того, чтобы рассчитать структуру портфеля, то есть посчитать, сколько долю в процентах нужно выделить под каждый актив в портфеле. Вкладка Balancing. Эта вкладка помогает делать ребалансировку портфеля. Ребалансировка делается на основе отклонения актива от эталонного значения доли. То есть вы определяете долю, какая должна быть у актива в портфеле,
но, соответственно, со временем то ли все эти меняются, что-то вырастает, что-то падает, и вам нужно то, что выросло, чуть-чуть продать, то, что упало, докупить. В этом как бы суть ребалансировки. Здесь сделана такая логика, что вы можете для каждого актива поставить какое-то максимальное отклонение, и как только текущее отклонение станет больше максимального отклонения, сработает сигнал. И если вы настроите таймер на специальную функцию, я покажу, как это делается чуть позже, то он каждый день будет проверять наличие сигналов и формировать вам специальное уведомление в Telegram, где будет написано, сколько конкретно штук вам нужно докупить, сколько штук нужно допродать по каждому активу. Поехали дальше. Вкладка Balances. Эта вкладка используется для более удобного учета всех балансов. Потому что очень часто все активы разбросаны по различным биржам и холодным кошелькам, и их не очень удобно учитывать все, если бы это все учитывалось в общем каком-то балансе. Поэтому я создал отдельный лист, чтобы как бы разделить все балансы. То есть есть биткоин на холодном кошельке, есть, например, биткоин на Bittrex, есть биткоин на Liquid. И я отдельно записываю баланс на каждом кошельке, вот это можно сказать, на каждой бирже, и он потом суммируется. То есть вот эти все данные, вот эти колонки на вкладке портфолио, колонка символ, asset name и баланс, они все парсятся вот с этой вкладки balances, поэтому при добавлении нового актива нужно их добавлять на вкладку balances, и при изменении балансов то же самое. Но я покажу это в конце видео. Поехали дальше. Вкладка Gainers and Losers. Здесь отображается список активов, топ-30 активов, которые выросли в цене за последние сутки, и топ-30 активов, которые просели в цене. Вкладка «Новые монеты» содержит лист, обновляющийся лист новых монет, которые добавляются на бирже. На самом деле вот эти две вкладки – это данные с сайта CoinMarketCap. Поехали дальше. Вкладка «Настройки». Так, удалю пока вот это я буду показывать. Вкладка «Настройки» нужна для того, чтобы легко настроить Telegram-бота. То есть все, что вам нужно, это получить API от вашего Telegram-бота и ваш чат ID, и вставить их в эти ячейки. После этого настройка завершится. Вам не нужно лезть в исходный код. Все делается вот здесь. Также здесь ниже есть рекомендации по настройке таймеров. На самом деле вам нужно настроить всего лишь 2 таймера. Вот на эту функцию в Write All, это для записи исторических данных вот сюда. Ой, лучше верну. И ребалансинг. Ребалансинг — это для проверки вкладки балансинг, то есть для ребалансировки. Следующий лист называется «Описание функций». Здесь вы найдете, в принципе, описание всех функций, которые сделаны, а также примеры их использования. Вот в этих колонках тут прям примеры использования каждых функций. И вкладка Watchlist, она задумывается как такой лист служебный для настройки своих собственных триггеров. Про триггеры я расскажу позже. Они абсолютно кастомные, то есть вы можете сделать любой триггер по любому событию, по любому изменению в таблице и со своим собственным текстом. Все очень просто работает. Так, ну что ж, теперь я хочу рассказать, как же вообще все это работает. Как вот берутся вот эти цены в реальном времени, откуда они вообще берутся, как работают эти телеграм-уведомления, как работает запись, такая автоматическая. На самом деле все эти штуки работают благодаря функциям, написанным на Google Apps Script. Если кто не знает, Google Apps Script — это такой специальный язык программирования для продуктов Google. То есть он может использоваться для почты, для Google Drive, для Google таблиц. То есть у этой таблицы есть такой бэкэнд, написанный на языке Google Apps Script. Чтобы его открыть, нужно зайти в инструменты, редактор скриптов.
Вот. И здесь есть такие 4 секции, 4 файла, в которых содержатся, они логически просто разделены, в которых содержится исходный код всех функций, которые используются. А здесь есть описание всех этих функций вот на этом листе. Как это работает? Например, функция ticker. Я ее уже показывал, по-моему, или нет. Сейчас мы ее сотрем. Просто пишем равно. Название функции. Это функция ticker. Первый параметр. Эта функция возвращает цену. Первый параметр – это актив, символ актива, цену которого мы хотим узнать. Например, мы хотим узнать цену BitShares. Мы можем вот так написать, а можем просто указать ссылку на ячейку. Второй параметр – это цена, в чем мы хотим получить цену. В данном случае мы хотим цену в биткоинах. Он немного подумал. В этот момент он обратился к внешнему сервису. Функция ticker использует сайт CryptoCompare, их API-шку как провайдер данных. Он обратился к сайту CryptoCompare, получил от него цену и вывел ее, записал в ячейку. Обратите внимание, что ниже функция точно такая же используется, но там используется еще третий параметр, ссылка на ячейку Z1. И везде она используется. И чем это нужно? Это нужно для механизма обновления. В ячейке Z1 записываются просто рандомные данные, просто какое-то рандомное число. И когда мы нажимаем кнопку Update, это число изменяется. В итоге можете обратить внимание, что все функции обновляются, кроме вот этой, потому что здесь нету ссылки на ячейку Z1. Дело в том, что механизм кэширования в Google таблицах работает так, что если в функцию не передаются новые какие-то значения, то он будет возвращать вам всегда данные из кэша. Поэтому используется такой хак, что мы передаем третий параметр, абсолютно рандомный, который всегда изменяется, и заставляем обновить кэш таким образом. Вот, это такой нюанс. Собственно, вот так работают функции. Нужно сказать, что для получения цены используются 3 различных функции. Есть ticker просто, есть ticker 2, есть ticker 3, есть еще Pola Price и Bittrex Price. Зачем так? И в чем их разница? Разница в провайдере данных. В случае с ticker просто используется CryptoCompare, в случае с ticker 2 используется Cryptonator, это другая API-шка. В случае с ticker 3 используется сайт CoinMarketCap. В случае Pola Price используется напрямую с Polonix цена берется, Bittrex Price напрямую цена от Bittrex. Это нужно для достоверности данных, то есть лучше иметь несколько источников для надежности, потому что вдруг один сломается или еще что-то. Также, например, на CryptoCompare не всегда есть все валюты. На CoinMarketCap обычно появляются быстрее они. Например, IOTA вообще не добавляется на CryptoCompare, а только на CoinMarketCap. Вот. Поэтому как-то так. Давайте я покажу вам, как работают функции по таймерам и как настроить эти таймеры. На самом деле для работы таблицы нужно настроить 2 таймера. Это запись исторических данных и ребалансировку. Для этого откроем редактор скриптов, откроем вот это окошко триггера текущего проекта и выберем функцию WriteAll. WriteAll – это запись исторических данных. Выберем дневной таймер и выберем время, когда мы хотим записывать данные, допустим, в обед. Далее выберем функцию Rebalancing, опять дневной таймер, и выберем время, когда мы хотим делать проверку нашей ребалансировки. Допустим, с утра. Мы хотим получать уведомления в Telegram, если что-то нужно отбалансировать в портфеле. Все, нажимаем сохранить, после этого наши таймеры работают. Сейчас мы не увидим, как они работают, потому что нужно ждать 7 утра хотя бы. Но я продемонстрирую. То есть также
Что еще нужно сделать? Это настроить Telegram. Тут нам нужно два значения. Это APK и чат ID. Я сейчас покажу, как получить эти два значения. APK – это API-ключ вашего бота. Для этого вам нужно создать своего бота, если у вас еще его нету. Для этого мы пишем вот такому боту, который называется BotFuzzer. Это официальный бот Телеграма, который создает других ботов. Мы пишем ему команду newBot. Выбираем имя. Потом выбираем username. Username должен быть обязательно заканчиваться на слово бот. И он должен быть уникальный. Отлично. Теперь нам нужен вот этот ключ. Копируем этот ключ, вставляем сюда. После этого нам нужно получить наш чат ID. Чат ID это, типа айдишник в Телеграме. Для этого нужно написать вот этому боту. Вот такая у него картинка. Написать getID. Все, мы настроили Telegram. Сейчас покажу, как это работает. Как работает функция ребалансинг. Просто запускаем ее. Нет, сейчас будет ошибка. Сейчас, подождите, я отменю. Ошибка будет, потому что я забыл добавить этого бота к себе. То есть нужно с ним начать переписку. Все. Функция думает 8 секунд. Тут задержка стоит на 8 секунд, чтобы данные успели прогрузиться. И все, вот мы получили уведомление в нашем новом боте. Так это выглядит, то есть продать столько-то биткоин кэш, купить столько-то EOS и так далее. Теперь я хочу показать как работают кастомные уведомления. Они работают очень просто с помощью функции trigger. Мы пишем в какой-то ячейке функцию trigger, неважно в какой, которая принимает два параметра. Первый параметр это сигнал, он может быть либо 0, либо единица. Если он единица, то сообщение отправляется, если 0, то ничего не происходит. И второй параметр это просто текст сообщения. Сейчас мы поставили единицу, значит должен нам прийти сообщение. Вот, сейчас покажу несколько примеров, как это реально можно использовать. Например, мы хотим отслеживать цену какой-то валюты, которой у нас нету в портфеле, но нам интересно ее купить. Например, мы наблюдаем за ней. Вот, и мы хотим получить уведомление. И вот тут вот пример для Банкора. То есть мы пишем функцию trigger. В качестве первого параметра мы передаем стандартную функцию Excel if, то есть если ячейка A3, значение в ячейке A3 это цена Банкора, которая получается с помощью функции ticker. Если A3 меньше 0.00065, то единица, если не меньше, то 0. И второе значение это ссылка на ячейку F3, то есть вот такой текст мы хотим отправить. Сейчас продемонстрирую, как бы это сработало. Ну и то есть вы настраиваете потом таймер на функцию trigger. Там же в окошке триггеров, вот здесь вот, выбираете функцию trigger, ставите минутный таймер и, например, каждые 15 минут проверять цену. Сейчас я поставлю 69. И нам пришло уведомление. Текст немножко не соответствует, но суть вы поняли. Второй пример, который можно сделать, это, например, проверка даты. Например, вы хотите получать уведомления за сутки до начала какого-то ICO, за которым вы следите. Для этого можно использовать функцию today и проверять, если сегодня +1, это значит, точнее, завтра. Если завтра больше, чем текущая дата,
а там на самом деле сравниваются таймштемпы, скорее всего, я думаю, то единица, если нет, то 0. Ну и текст вот такой, то есть через один день начинается карусел конца. Окей, последнее, что нужно показать, это как добавлять новый актив, изменять балансы в портфеле и удалять какие-то активы, например, которые вы продали. Допустим, мы добавляем новый актив. Добавляем новую строку на вкладке Balances. То есть все происходит через вкладку Balances. Допустим, мы на Bittrex купили какую-нибудь монету. Допустим, это Dogecoin. Я не знаю, правда, торгуется ли он на Bittrex. Указываем символ, обязательно правильный. Допустим, мы купили 50 тысяч доджкоинов. При этом мы там потратили немножко биткоинов, у нас стало вот теперь 1,6 биткоинов. Все. Теперь проверяем, что произошло на вкладке портфолио. Мы видим, что Dogecoin сам автоматически добавился, но у него нет балансов и нет всего остального. Чтобы это все появилось, надо протянуть вот так вот часть вот этой строки. Все, после этого все автоматически посчиталось там цена, баланс, спарсился и все остальное. Также стоит проверить вкладку балансировка. Тут не хватает нашего доджкоина, потому что нужно добавить одну строку и протянуть вниз. Все. Единственная тут ошибка, потому что доля доджкоина у нас стоит, нужная доля доджкоина в портфеле стоит 0. 0 она стоит, потому что у него 0 очков. 0 очков у него, потому что мы не оценили его на вкладке скоринг. Не оценили, можно поставить здесь, например, 15. Все, после этого посчиталась нужная доля, отклонение и все такое. Окей, допустим, мы хотим продать какой-то актив. Допустим, это Sentiment Network. Просто удаляем строку и проверяем, что произошло. Вроде все окей, но есть лишние вот эти вот нули. И на самом деле их нужно удалить. Потому что если вы их не удалите, то у вас вот здесь будут записываться пустые строки. Там просто механизм подсчета количества активов работает так, что он проверяет, ищет там последнюю строку заполненную. И на самом деле, если вы тут заполните, что-нибудь напишите, там будете, не знаю, писать что-то, а потом это удалите, вам нужно все равно потом удалить эту строку обязательно, потому что она будет все равно считаться заполненной. Это вот такая особенность. Окей, проверим, что после удаления актива произошло на вкладке Balancing. Тут вот такая фигня. Тоже надо просто удалить. И все. На самом деле все вот так вот работает. И опять надо оценить Dogecoin. Все сбилось. Все вот так происходит добавление и удаление активов, изменение балансов. Если кого-то заинтересовала эта табличка и он хочет такую же, то пишите мне в Telegram. Я оставлю ссылку на свой Telegram в описании к этому видео. Все, всем удачи, всем пока.